Вчера Слава топил. Вчера, на ночь, ну. Вот, смотрите. На арке 41. Это вот на арке. Ну. Здесь 30. Например, были какие-то дни, когда мы были в гостях, и я не ходила. Поэтому она хочет... Нет, мы нет, все 47. Ничего даже не... Нет, все в порядке. Вчера топилось, уже сутки прошли. Там надо с расстояния 1,5 метра мерить. А оно все равно показывает и так, и так. Даже вот 37, 38. Вот, третью зиму работает печка. Топится она по 5, по 6 часов. Ее топят. Кто-то говорил, что она развалится. Сейчас сниму топку. Каминопечь, она подовая. Она не колосниковая. Видите, где-то она развалилась. Все тут целое, ничего тут не развалилось. Третью зиму печь работает. Еще раз говорю, топится она по 6, по 7 часов. В ней происходит горение. Это не то, что тут в нее закидывают и закидывают дрова. 78 в топке показывает. Во сколько ты ее вчера в 8 вечера затопил? Да. Ну вот. Затопили, вот можно сказать, что уже скоро будет, сутки прошли. 8. Ну и горело оно, вот 8, Слава говорит, затопил, горело оно здесь. Часов 7, он говорит, она у него всегда топится. Снаружи тоже видите. Вот она и балка нормальная, и все везде нормально. Это я тому человеку показываю, не знаю, смотрит он, не смотрит, что он говорил, нереально, чтобы топилось 5-6 часов. Вот все реально, и все целое. Что тут нереального? Сейчас еще снимем ту сторону. Посмотрим температуру. Что печка топливная, сами видите. Печку чистит он, Слава, здесь раз в 3-4 месяца. Выгребает, все сгорает. Тут просто пух остается. Это конвекция или конвекция, как ее правильно. Трубы стоят, отсюда тепло идет. О, сейчас у нас затопят печку. Мама, где моя космическая? О, славян пришел с дровишками. Сейчас мы ее еще затопим. Не свети ты в очи. И посмотрим, как она работает. Жеков. Приехали в гости с Жекой. Привет, Жека. Предчувствие сейчас классного такого обозрения. Потом у нас Жека такая будет тоже. Будем балдеть, сидеть, затопим. Ну, Жека будет постоянно возле камина сидеть. Да, блин, тоже поставим себе дверку стеклянную. Затопим. Это вот комната, куда выходит печь. Видите, тут тоже нету трещин. Вот здесь хода идут. Вот смотрите. 36. Ты, Боже, помочь тебе сколько? Нет. Ну, становись, пожалуйста, на этих... Поздно. И за практически. Геннадий Батьевич, Да. ну вот, можешь показать тоже. О, тут еще горячее. Смотри, где сама топка. 44. Так у нас сама топка заизолирована, ты ж понимаешь. Ну, так она еще это. Она набрала. Мы делали, чтобы она не грелась. 42. Да. Таких примерно, извиняюсь за красивый вид. Что ты дома работаешь, что тебе? Ну да, дома и дома во дворе грязно, у нас потоп. Вот, то есть
на растопку вот это основная, то, что схватывается здесь из-за того, что где-то задувал снег, кое-где. И вот это более сырые дрова, которые ива, яблоня гораздо суше. То есть я пока есть сырые, я их складываю вокруг, в центре более-менее сухие доски, и сверху уже яблони, которые схватятся чуть раньше. И пока дойдет до низу, уже подсохнут. Сколько раз печку чистили? Я говорю, месяцев 3-4 один раз вроде бы ты горел, да? В прошлом году, за этот год я почистил один раз. Ну вот, видите, я говорю, оно все Вернее, как за- выгорает. вернее, как за год? С начала отопительного сезона. Дважды. Там можно будет показать. То есть есть тазик, не знаю, литров на 10. И ведро 8-литровое. Вот, то есть это примерно вот столько набралось золы. Но зола, вот посмотрите, зола-то еще горячая. Да там пух у тебя, он все выгорает. Ну, Ну что, мальчики, вам чайку сделать? да. Фильмы снимают про вашу печь. А мы уже сколько раз снимали. Просто, говорит, как так 6 часов топится? Вот топится даже 7, по-моему, славян, да? Как когда? Горит и... Потому что это подово, это не колосниковое, но... Там не просто горение. А, и говорят, что эти хода забьются от такого горения. В этом году Слава вскрывал, ничего там нету вообще. Все там чистые ходы. Сейчас, кстати, эти еще Ну померяем. как, они подкопчены. Ну, не может же быть, чтобы они прям чистые были. Вот, а то сейчас Если бы ты свечки здесь жег, то было и бы. то подкоптился, а то потом полетит, что вы ее не топите. Ну да. Поэтому они у вас и чистые. Сейчас я эти еще померяю. Вот эти хочу. Ну-ка, сколько там? О, 50. 52, везде по-разному. Но когда я Видите? топлю, ну, она вот в процессе печи, в режиме печи, то к ним даже толком не притронусь. Да сейчас затопишь, померяем. Сколько там на выходе показывает. Те, что могут быть Да посырее. что ты, сырые? Не с- бокам? посырее. Ну, не совсем, но сыроватые, Ну, да? то есть ива, вот эта ива была спилена примерно летом. У нас чистили линию электропередачи, там Ну, пару веток. То ива вот она и лежала непиленная все лето. Я ее попилил только зимой. И вот эти, я их нанес, чтобы они пока дойдет до них, уже подсохли. А все то, что более сухое, то наверх. и вот кто-то говорит, там долго делал. Да, я тогда здесь работал один, я эту печку делал целый месяц. Вот эту. Делал. Почему я делал долго? Меня кормили тут просто. Поэтому я делал долго. И жить предлагали. И если бы не кормили, я бы быстрее бы отсюда сбежал. Ну и, как говорил, лучина закончилась. Поэтому горелкой жгем. Да, так обычно 2-3 лучины, и оно схватывается. Но еще нужно, опять же, не просто там, вот там 40 градусов. Давайте по-честному. Сейчас, хоть и январь месяц, но на улице примерно +3. Ну да. Плюс, но с другой стороны, у меня полдома в принципе не утеплена, кроме как подшивой и маломальски пластиковыми панелями, а вторая половина дома, там, где находится сама печь, не утеплена снаружи, просто деревянный сруб, брус, не сруб, брус.
Причем он 10-сантиметровый, сотое бревно попилено по сотке. Даже не 12, не 14, а десятка. Вот. И утепление крыши, опять же, потолка идет таким образом, что снизу песок с известью, с глиной, потом идет. В общем, потом идет льняная труха и в прослойке еще немножко скомканной сбитой соломы. Ну, то есть, по большому счету, вот как по старому утеплению, я его и не трогал. Тяжелое, но какое есть. Ну, если так, то у тебя это и не основное отопление печка. Нет, конечно. У тебя же газовый это, Да, котел, то есть, все. но, опять же, вот там, Жень, подай, пожалуйста, там лежит датчик белый. Нету? Вот. То есть мы приносим в любом случае датчик. Когда... Вот. То есть сейчас он показывает 20,4 в комнате в спальне. Там она гораздо холоднее. Поэтому, когда мы выравниваем температуру таким образом, надо сделать там теплее, мы просто печкой догоняем до того момента. И газ, в общем, как только начинается 19,6, газ автоматически включается. И включается газовое отопление. Ну, короче, как я с твоих разговоров всех понял, то тебя печка это выручает в экономии газа офигенно, по-моему, да? Да. Ну, то есть это снижает расход газа. Плюс это в первую очередь, как мы ее делали изначально, это воздушный насос, который качает воздух из-под пола, суши, поскольку территория на берегу реки. Вот, это изначально было как... Да, здесь забор идет в топку и из-под пола. Вот они специальные отверстия, откуда проходит не тепло, а воздух. Он весь собирается из-под пола. Вот можно смотреть. Сейчас мы закрываем поддув сбоку. Почему у тебя стекло чистое? Расскажи, как ты топишь. Ты же его не чистишь, оно у тебя вон чистое. Ну, сейчас почистил. Когда? Раз 7 протопок назад. Вот. Но все равно 7 протопок назад, как и только оно... сырые дрова, вот прям, было Вот. такое, я попилил дрова, лежал снег, и принес, они были сырые сразу же, буквально сразу же. Первая протопка, и стекло стало... От сырых дров. Топишь сухими, все Прям хорошо. чувствует, видно, как оно, Вот. как сажа накапливается. И то потом оно выгорело, вот так, где-то Ну, у выгорело тебя нормальное практически. стекло. Сверху видно, что вот, а так-то оно чисто, оно не закопченное, Но оно не сверху засрано. Оно в любом случае видно, потому что балку мы опустили чуть-чуть ниже, защитив Ну красный да. кирпич. И когда все-таки попадают небольшие завихрения, вот Наша балка, видите, она вся нормальная, не лопнутая, ничего, собранная на шпильках. Шпильки здесь 18-е стоят. две штуки. Ну вот оно, может. Но мы так и делаем сейчас все это. Нету на ней никаких косяков на балке. И в самой топке я уже показывал. Так что можно топить по 6 часов, но топить надо все грамотно, То есть а не пламя- так, что кочегарим, пока она не лопнет. Пламя я стараюсь не поднимать выше балки, по большому счету. Вот сейчас пока растопка, оно немножко будет чуть выше, но дальше, вот когда она вся, так называемая, идет горение. Но в основном пламя идет вот в районе как раз таки двери. Я полностью наблюдаю, как это все горит, оно мне приносит удовольствие, оно приносит тепло через стеклянную дверь, но высокого пламени нету. Ну, то есть, опять же, и вернемся к тому, что прогорание дров до пепла в плане пыль. Пепельная пыль получается. Это вот переключается задвижка прямого хода. Сейчас открыт режим камина, все напрямую в трубу. Потом все перекрывается и начинает работать режим печи. Все.
С этих уже пойдет горячий воздух, потом с конвенции, это конвенция, или как она там, я ее все это. Короче, все поняли. Ну вот. Там трубы металлические. Сейчас оно еще не совсем разгорелось, но если закрыть, вот четко будет видно. Достал полностью ее, а там 13 на 13 отверстие, которое я колупал. Так, но если у кого-то что-то, сразу вопросы скажу. Человек строит, делает ремонт. Идет полная стройка у него. Крышу сделал, все, дома мне когда заняться ему. Так что это... Не, ну просто это, кому интересно будет, то сразу ответим. Ну, вот так он их и накладывает, и топит. И да, и грязными руками трогаешь ногу. В топке. Ну, это сейчас горит 115. Вот, как говорится, и делайте выводы. Ну, это сейчас это печь. То есть вот разница. Ну, режим печи сейчас работает. Ну, это ты уже камин открыл. прямой на вход. прямой. Закрывай прямой. А это сюда вот надо собирать, чтобы разложить? Ну-ка, тут уже... Я не в курсе. О, уже пошел. Померяй, сколько сейчас. Ну, смотри, детальку. А нет, 41 на 29 не может быть. Ну, смотри, детальку и на вот. 43, а сама труба? Нет, не сюда. Везде. Внутри труба. 98, 92, 80, 89, 93, 96, 100, 102, 100. Ну, эту. Так же будет. Мы эту мерили тогда. Прыгать. Не видно. 113, 116, 111. Греет конкретно. Было 31, 36. Сейчас она еще маленько потопится. Все равно мы еще не уезжаем домой. Нас опять тут кормить будут, поэтому мы так просто не уйдем. Кот берет лапку. О, в середине 43. Ну, это еще рано, мы еще сейчас побудем. Чуть попозже снимем. Сколько сейчас тут? 36. Эта сторона 38, 39. 39. Сейчас вот снимем где-то буквально И вот через полчаса. 43. Посмотрим ради интереса. И вот я говорил за эти, Слава, ты помнишь, я говорил за хлебные камеры по черному, по белому. Вот Слава здесь в топке утку запекал, да? Ты рассказывал, утку? Шашлык, ребрышки. То есть когда мне нужно просто зимой, не иду во двор растапливать, ставлю просто 2 кирпича, на них. Ну, я снимал ролик, мы на Новый год шашлыки жарить. Но ты же утку здесь вот запекал, И запекал. и утку, и картошку полностью просто разгребаешь, перчаткой туда ставишь, на утро забираешь. Сколько оно там жарится? Ночь, все, по часам не знаю. Ну и стушилось, и вкусно, что там говорить. Абсолютно, то есть Но. нельзя сказать, что там за 3 часа, ну то есть, опять, если возьмем говорить, сколько тушится мясо. Обычно птица, по каким-то данным было, друзья мне сказали, что килограмм птицы 1 час тушения. То есть, если взял я утку там на 4 килограмма где-то там была, это не значит, что 4 часа она там тушилась, и я достал. Нет, я ее поставил на ночь, утром пришел, забрал. Все. Ну и То же самое нормально. я тушил индейку в утятнице, и тушил утку, и тушил курицу. Все, что могу сказать, к индейке надо добавлять салка. Какого-то более жирного или более воды, потому что подсыхает. А так полностью все. Опять же, может быть, подсыхает, потому что ставлю на всю ночь. Он как разгорелось. Ну, маленькая камера это, оно все как бы сейчас мутно в камере, а вот вживую смотришь. Давай-ка. Вообще классно. А, вообще только, Еще хуже. да, на камеру маленько так не Так, ты показывает, ближе поднеси тогда, чтобы там было ярче. как там горит Прям сам в огонь. упор. О, вот так мы его издалека видим, как сейчас вы его видите. Вообще красиво. О, вот сейчас нормально огонь видно. Я остаюсь на домике, уже никуда не уйду. Вот она горит минут 10. Это вот первая вот эта закладка дров.
А, не, минут 10. Минут 15-20 она горит. Смотрите, 21,4. Уже поднялась температура. он сколько внутри показывает. А ну померить центральный камень, было 43. Вот этот большой центральный камень, было 43. А тут еще это. Померить, сколько он? 44. На градус только поднялось. Так а там это же... Там другая система, сейчас дым и в другое уходит. Это здесь, когда в режиме камина, тогда проходит тепло. Оно сейчас по задней стенке идет. И сюда не возвращается. Ага. Вниз, по ближней стенке вниз, сзади. Здесь-то еще по-любому рано. Че на тебе за 10 минут? Ну вот арка уже 52. Все, уже жарко стало, я уже это свой свитер снял. Тут уже реально натопилось. Там проходишь возле печи. Так что все. Что тут уже снимать? Нормально топит, нормально греет. Кого? Коньяк я буду, самое главное, что я буду. За рулем. Ты снимаешь, да. Я Так что все работает, все отлично. Все. Всем всего доброго, всем пока. Все, все, все. А то тут коньяк без меня разливают, самого главного. говорят, да, Так, все, алкоголь никто не пьет. Так что это. Все, не пейте, вредно для здоровья. Только жопой сюда, мордой туда. Давай, давай. Все. Отлично. Грязная вся. Что грязно? Колеса. Все мыть надо. Гена, я тебя прошу, тебе что, блядь, стрелять с этих колес? Так сейчас грязные будем все. Угомони свои таланты. Точно ничего нету? Нету. Они так скидывались когда-то. Ай, да молодец ты, Жека. Что, еще и цилиндруха она? Нет, он просто выстрелил. У тебя тормозуха ушла. Колодки новые. Барабаны новые. Хотя, говорит, тормоза придумали трусы. Но все равно пусть будут. Вообще новье. Кто так говорит?
знает, о чем он говорит. Так, сводить надо. Яны? А ну попробуй наехать. Надо доски подкладывать. Зачем? Да. Вчера тормоза сделали, не прокачали. Сейчас приехали, будем прокачивать. Я придержу, блин. Надо подкладывать ничего. Или ты такая голодная, или иди в баню. Мы тогда говорили, ну, может, кому-то непонятно. Вот от того угла получится 4,5 метра сюда. Вот так. И 8 метров сюда. Это вот до сюда. Будем пристраивать Комнату. Комната и коридор будет. Туда пойдет терраса. Терраса получится. Тут у нас 13 метров, 8, 5. 5 на 4. Там будет терраса. Ну и крыша будет. Одна общая, четырехскатная. Тут уже Жека рисует. Ну это так, примерно. Вот. Вот так будет коридор с комнатой. Вот как нарисовано. Ну и здесь будет терраса, вот так идти туда до конца. А вот так уже пойдет терраса. Вот где вот эти окна, все будет. Ну и крышу я уже говорил, что это четырехскатную сделаем, вальмовую. Вот такие вот у нас тут. Такие вот задумки. Как всегда, вон, кошка наша пришла покушать. Все, тормоза прокачали. Ключ сломали. Женя, он какой здоровый. Ключи гнет, блин, с корнями выворачивает. Это детский баллонник, надо такой, как у меня на машине, блин, что не свернешь. Я крутил им 2 года, все нормально. Дал Жене, Нарисовался Женя. но сразу отломил.